Всем привет! Меня зовут Оксана. Это будет коротенькое видео про фигурку, которую я делала уже очень давно. Но у меня как-то все время не было времени смонтировать про это видео. Это Snatcher из игры Hat in the Time. I'm sorry for my English. Вначале я сделала, как всегда, каркас, налепила черную глину, потом получился страшный, странный черный червяк, но потом уже он преобразился, не волнуйтесь. Затем для подставки с синим огнем я использовала полупрозрачную глину. Тогда я еще никак не могла сделать какую-то там эпоксидную смолу, какие-то там молды, об этом даже думать еще было рано. Но с полупрозрачной глиной я неплохо так справилась, хотя она даже, мне кажется, лучше в данном случае подходит, чем эпоксидная смола. О, боже мой! Тогда у меня вообще не было даже пастомашинки, я все разминала вручную, а особенно с полупрозрачной глиной это сложно делается. Господи, каким же это было мучением. А еще я как-то смешала ведь, как-то умудрилась сделать даже градиентик какой-то легкий, маленький, но из нескольких разных цветов голубенького, беленького. В общем, что-то у меня получилось все-таки, чтобы вот огонь, он был как бы немножко светлее на кончиках пламени. Ну, вроде получилось, да. На самом деле я была довольна результатом. Затем я просто вырезала, лепила это пламя, как-то закругляла, кончики эти немножечко подравнивала. В общем, нужно было нарисовать огненный узор. И это у меня, получилось, но далеко не с первого раза, скажем так. А вот его лицо, эта ухмылка мне потом, снилась в кошмарах. Господи, она доставила мне кучу проблем. Такие сложные штуки приходилось придумывать. Вначале я сделала вот обычно, то есть на желтую глину, просто прилепила сверху лицо, но оно получилось как-то криво, не классно вообще. Мне все не понравилось, я все это убрала, смазала. Получилось страшно. Это после того, как убираешь такую улыбку, страшно, что тебя не проклянет потом твое собственное детище. В общем, потом я сделала подложку из желтой глины, обернула ее фольгой и положила сверху маску с лицом, которую вырезала уже по трафарету. И если бы я тогда запекала эти части отдельно, то было бы гораздо проще. Но я все делала из сырой глины. Не знаю почему. У меня просто было очень мало опыта. Я как-то не догоняла, что можно по отдельности все запекать. Я думала, оно что-нибудь обязательно сломается. Я боялась этого. И поэтому все запекала один раз. Вот это жестко. Это жестко на самом деле. Это сейчас даже вспоминаю, это ужасно. Ладно, да, мало опыта, все такое. Но вроде даже так у меня получилось что-то на самом деле сносное. Я сделала углубление в подставке и специальный такой горизонтальный штырь, чтобы даже если там нету клея никакого, чтобы все это прям точно хорошо держалось. Прям из такой прочной проволоки я сделала этот штырь. Вот. Все было действительно крепко, сносно. Затем я шкурила наждачечкой, полировала, и все это, разумеется, вручную. Тогда у меня не было и бормашинки тоже. Потом я красила это все кисточкой, конечно же, ведь у меня не было аэрографа. Но, кстати, в данном случае кисточка даже лучше подходит, потому что у нее получились такие какие-то разводы, и он получился такой более какой-то вяз, потому что персонаж выглядит как какое-то смоленистое нечто. Вот он такой странненький, и вот эти разводы кисточкой, я думаю, хорошо подчеркивают какую-то вот эту вот, не знаю что. Сейчас создавать фигурки
мне стало гораздо проще. Теперь у меня есть практически все, что нужно. Спустя 2 года у меня появилась и пастомашинка, и бормашинка, и аэрограф теперь есть. Я оборудовала свое рабочее место, купила кучу инструментов. Надеюсь, даже видео стали намного лучше. За это большое спасибо моему патрону, первому и единственному пока что, но я надеюсь, что скоро я найду еще. Спасибо вам за просмотр. Всем удачи и пока-пока!